Всем привет, друзья, с вами снова Евгений. Недавно у меня закончился банковский вклад, и я снова задал себе вопрос, куда теперь вложить деньги. Да, трейдинг интересная тема, но, как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину. Решил не торопиться, а зайти в банк, посмотреть, что предлагают. Ну и как обычно, менеджер завалил меня заманчивыми схемами. Вклады на 7, 10, а то и 15 лет, налоговые вычеты, ежегодные доп. Взносы на сотни тысяч. Все красиво, но по факту жесткая заморозка средств, а если вдруг экономика качнет? Или, как говорится, кирпич на голову. А может, просто у меня не получится стабильно откладывать такие суммы. Так что я решил пока остаться на коротких вкладах, но перед этим провел анализ. Какие варианты вложений в России реально работают в 2025-2027 годах. И сегодня я расскажу, куда имеет смысл смотреть и как можно сохранить, а возможно и приумножить свой капитал. Поехали! Сразу скажу, инвестиции – это всегда риск. Никто не даст вам гарантии, что вы заработаете или даже не потеряете. Все, что прозвучит в этом видео, это не финансовая рекомендация, а мой личный подход и наблюдение. Обязательно включайте голову, не полагайтесь вслепую на советы из интернета. И если суммы значительные, лучше всего проконсультируйтесь со специалистом. Теперь давайте разберемся, в каком контексте мы вообще живем. Экономика России формально растет. В 2024 году ВВП прибавил 4,1%. Казалось бы, позитив, но этот рост обеспечен в основном за счет расширения государственных расходов, прежде всего в оборонке и инфраструктуре. Это не органическое развитие частного сектора, а экстренное наращивание госпрограмм. Зарплаты действительно выросли, а безработица упала до исторического минимума 2,2%. Но это следствие не взрывного спроса на труд, а в первую очередь демографического спада, утечки кадров за рубеж и мобилизационных процессов. Рабочих рук объективно не хватает, и эта проблема будет только нарастать. Инфляция – это отдельный разговор. Официально она составляет 9,4%, но по ощущениям у многих все 15, то и 20%. Продукты, стройматериалы, услуги ЖКХ – все дорожает. Деньги буквально тают на глазах, особенно у тех, кто держит их под подушкой или на карточке без процентов. Центральный банк вынужден держать ключевую ставку на уровне 21%, чтобы сдерживать инфляцию и стабилизировать рубль. Это, с одной стороны, делает банковские вклады выгоднее, а с другой убивает спрос на кредиты, душит малый и средний бизнес, снижает инвестиции в развитие. Что по внешнеэкономической ситуации? Европейский рынок фактически закрыт. Вся логистика и экспорт переориентированы на восток. Китай, Индия, Турция, Иран. Да, товарооборот растет, но условия часто неравные. Мы поставляем сырье, а взамен получаем не всегда то, что нужно, и не всегда вовремя. Новые логистические цепочки дорогие, нестабильные и подвержены политическим рискам. Параллельно растет дефицит бюджета. Расходы увеличиваются, особенно на армию, субсидии и поддержку регионов, а доходы, они нестабильны. Все это создает ощущение хрупкости текущей модели. Прогноз на ближайшие 2-3 года такой. Рост экономики замедлится до 1,2-1,6% в год, инфляция останется выше целевого уровня ЦБ, санкционное давление сохранится, а проблема нехватки кадров только усилится. В такой ситуации стратегия «купить и забыть на 10 лет» уже не выглядит разумной. Лучше гибкость и точечные решения. Теперь конкретно. Куда вложить деньги? Первое, что приходит в голову, это банковские вклады. Сейчас ставки действительно высокие, до 17-19% годовых. Все благодаря высокой ключевой ставке. На первый взгляд, отличный способ обогнать инфляцию. Плюс почти 1,5 миллиона рублей на одного человека в одном банке, застрахованы государством через систему страхования вкладов. То есть даже если банк обанкротится, деньги вы вернете, но тут есть нюансы. Во-первых, самые высокие ставки часто даются на короткие сроки – 3-6 месяцев. Во-вторых, если ЦБ снизит ключевую, то и доходность по вкладам резко упадет. Поэтому я лично выбираю именно короткие вклады с возможностью оперативно переложиться. Следующий вариант – облигации. Начнем с облигаций федерального займа или ОФЗ. Это, по сути, вы даете в долг государству. Сейчас доходность по ним составляет около 10-12% годовых. Это не рекорд, но довольно стабильно. Риски минимальные, особенно если сравнивать с частным сектором. При необходимости их можно продать на бирже, ликвидность у них достаточно хорошая, но и доход фиксированный.
Резкого роста тут ждать не стоит. Есть и корпоративные облигации. Выпускают их крупные компании, например, Сбер или Газпром, металлурги, ритейл. Доходность у них выше, до 14-16% годовых, но и риски тоже выше. Компания может не выплатить купон, может быть дефолт. Поэтому тут важно проверять рейтинги эмитента. Они публикуются на сайте ЦБ, на Мосбирже или у рейтинговых агентств вроде Акра. Начинать стоит с крупных имен, так как это безопасно. Еще один вечный инструмент – это недвижимость, особенно жилая. Казалось бы, классика сохранения капитала, но рынок стал сложнее. Новостройки на этапе котлована потенциально могут дать хорошую прибыль, но есть риски. Рост стоимости стройматериалов, срыв сроков, падение спроса из-за дорогих ипотек. Вторичка более стабильна, особенно в Москве и Питере, но и цены там уже высокие. Заработать на росте становится труднее. Интересен сегмент коммерческой недвижимости, особенно склады. Из-за переноса логистики на восток растет спрос на складские площади. Но входной порог высокий, нужны миллионы и понимание рынка. Просто так зайти туда не получится. Следующий блок – это фондовый рынок. Это уже для тех, кто готов к большей волатильности. Какие сектора выглядят перспективно? Во-первых, оборонка. Военные компании, выполняющие гособоронзаказ, получают стабильное финансирование. Расходы на армию уже превысили 6% ВВП, а это гигантская сумма. Во-вторых, импортозамещение. Особенно в сельском хозяйстве и машиностроении. Там государство активно поддерживает производство. В-третьих, IT-сектор. Программисты, разработка отечественного ПО, особенно в сфере кибербезопасности. Однако тут и риски. Санкции, уход глобальных игроков и утечка кадров за рубеж. Отдельно отмечу агросектор. Россия в последние годы стабильно обеспечивает себя продуктами и экспортирует зерно. Хотя в 2025 году экспорт пшеницы по прогнозам сократится на 20-25% из-за неблагоприятной погоды и пошлин. Но внутренний рынок остается устойчивым, особенно на фоне роста цен на продовольствие. Новичкам на фондовом рынке советую обратить внимание на ETF. Это биржевые фонды, которые собирают десятки акций в один инструмент, например, ETF на индекс РТС или отраслевой фонд на IT или агро. Риски распределяются, доходность умеренная, управлять легко, все через брокерский счет прямо с телефона. Но прежде чем вкладываться, сделайте себе чек-лист. Первое – это инфляция. Если ваша доходность ниже 10-12%, вы просто теряете деньги. Второе – ликвидность. С вкладом или облигацией выйти просто. С недвижимостью – нет. Третье – риск. Высокий доход всегда сопряжен с высокой вероятностью убытков. Не рискуйте тем, что боитесь потерять. Четвертое – диверсификация. Не стоит вкладываться в один актив. Сочетайте часть на вкладе, часть в облигациях, а часть в ETF. Пятое – налоги. С доходов по акциям, облигациям и вкладам выше 1 миллиона в год 13% НДФЛ. Есть нюансы по ИИС, можно оптимизировать. И шестое – перспектива. Экономика будет стагнировать, санкции и дефицит кадров останутся. Нужно учитывать это при планировании. Что выбрал я сам? Пока держу основную сумму на краткосрочных вкладах 3-6 месяцев. Это гибко, спокойно и в случае падения ставок можно быстро среагировать. Параллельно изучаю ОФЗ и ETF, особенно на сельское хозяйство и IT. Там можно заработать больше, но нужно следить за ситуацией. А что выберете вы? Напишите в комментариях, поделитесь своим опытом. Будет интересно. И помните, инвестируйте только то, что не страшно потерять. Не поддавайтесь на хайп, не гонитесь за чудо-доходностью и всегда думайте на шаг вперед. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Будем разбираться в финансах вместе. И напоследок. Инвестиции – это не спринт, это марафон. Российская экономика сегодня нестабильна. Высокая инфляция, санкционное давление, кадровый голод, неопределенность в бюджетной политике. Будьте внимательны, не торопитесь, отслеживайте новости и принимайте решения с холодной головой. До встречи в следующем видео.